Кремль продолжает съедать Беларусь по частям, а также планирует использовать белорусов как мобилизационный ресурс и даже начал угрожать ударами по странам, которые помогают Украине. Привет, это Данута. Москва и Минск планируют в декабре принять концепцию безопасности союзного государства и договор о взаимных гарантиях безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на проходящей в рамках Петербургского международного экономического форума панельной сессии «Союзное государство. 25 лет интеграции. Итоги и новые задачи». Но, как завелось среди кремлевских крыс, объяснить, в чем конкретно смысл нового договора, Галузин не захотел. Причин такого подхода на самом деле немного. Во-первых, нет смысла подогревать воду, если жаба уже почти сваренная. Во-вторых, в Москве никогда не умели изящно исполнять большие коварные планы. Поэтому вместо реальной разработки концепции и нормативной базы россияне продолжают заниматься словоблудием. В принципе, это означает одно – Беларусь не боятся и считают, что мы станем частью России даже без особых усилий. При этом Россия и Беларусь и так уже имеют взаимные обязательства в военной сфере. Например, в пункте 20 совместной военной доктрины союзного государства говорится, что, цитата, «Государства-участники рассматривают любые действия с использованием военной силы, направленные против любого из государств-участников, как покушение на союзное государство в целом, и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств в их распоряжении». Аналогичные обязанности закреплены и в договоре УДКБ, который, как показала история в Армении, никто не собирается выполнять всерьез. Я же уверена, что недооценка Кремлем возможностей белорусского народа сыграет нам только на руку, потому что даже маленький Давид может победить огромного Голиафа. А вы, друзья, верьте в нашу общую победу и будьте с нами. Подписывайтесь на канал. Россияне милитаризуют и идеологически обрабатывают украинских детей на оккупированных территориях, прилагают усилия для воспитания фанатиков, готовых убивать и умирать за Путина в будущих захватнических войнах. История показывает, что Россия в первую очередь проводит мобилизацию именно на захваченных и аннексированных территориях для участия в собственных захватнических войнах. Так было в Кавказских войнах, русско-турецких войнах, в период русских завоеваний в Центральной Азии точно так же орки поступают прямо сейчас в войне с Украиной. В этом контексте нация белорусов и дети белорусов находятся в очень серьезной опасности. 4 июня отмечался Международный день невинных детей, жертв агрессии, а также День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Известны имена 548 погибших и 1351 раненого ребенка в результате полномасштабной российской агрессии. Еще больше украинских малышей, жертв войны, пока не установлены. Из-за войны украинские дети лишены нормальных условий для обучения и развития, они вынуждены спешно покидать свои дома, становятся беженцами, теряют родных и друзей. Россия похищает детей на временно оккупированных территориях Украины, разлучает их с семьями и законными опекунами, изменяет им имена и национальную идентичность, относится к украинским малышам как к своему военному трофею. За преступления против украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест диктатора Путина и так называемого детского омбудсмена Львовой-Беловой. Работа по выдаче международного ареста на усатого пособника карлика в преступлениях против украинских деток ведется прямо сейчас, и уверена, что она будет доведена до конца. Диктатор Путин публично угрожает ударами по странам, которые помогают Украине. Путинская Россия – это враждебное Западу государство, которое больше всего стремится разрушить европейское и евроатлантическое единство и покорить себе независимые страны. Агрессия против Украины не исключение из правил, а одно из проявлений широкого пришествия РФ на демократический мир. Путин не удовлетворится Украиной, особенно в случае успеха. Агрессор всегда маскируется под жертву, и в этот раз Кремль заявляет, что вынужден отвечать на поставку оружия Украине.
Однако первопричиной враждебности к Западу есть не помощь Украине, а внутренняя сущность рашизма. Страны Запада все лучше понимают суть так называемой российской души. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, победа России будет стоить Западу дороже, чем нынешняя поддержка Украины. Агрессора можно усмирить, но нельзя выторговать у него мир. В настоящее время ядерный шантаж Кремля – это блеф, но угрозу подготовки РФ к войне с Западом через несколько лет следует воспринимать серьезно. Не следует тешить себя иллюзиями. Угроза не исчезнет, если ее игнорировать. Поэтому всем странам, и в том числе белорусам, важно готовиться к тому, что карлик таки сойдет окончательно с ума и совершит самоубийственный шаг, начав войну с НАТО. Уже совсем скоро в Швейцарии состоится глобальный саммит мира. Фактическая его задача – согласовать международную стратегию окончания войны в Украине, а также выработка дорожной карты для участия России в дальнейшем мирном процессе. На сегодняшний день уже более 90 стран подтвердили свое участие. Россияне очень много ресурсов тратили и продолжают тратить на дискредитацию украинской позиции по восстановлению мира. Россия запустила целую информационную кампанию для того, чтобы сорвать саммит Швейцарии. Присутствие на конференции стран, которые имеют отношение к ОДКБ или являются странами, которые поддерживают относительно дружеские отношения с РФ, это очень серьезный удар по имиджу Москвы. Поэтому она и в дальнейшем будет пытаться делать все, чтобы максимально изменить ситуацию в свою пользу и снизить уровень участия стран на мероприятии. В своей пропаганде россияне распространяют информацию, что страны глобального юга полностью поддерживают РФ и минимизируют свое участие в саммите, что является откровенной неправдой. Ведь на международном мероприятии в Швейцарии будут присутствовать главы стран со всех континентов мира. Все же, несмотря на усилия России дискредитировать Украину и ее мирные инициативы, саммит в Швейцарии однозначно состоится. Ведь такое масштабное мероприятие является возможностью для каждой страны содействовать справедливому решению войны и является попыткой вывести осуждение мирных инициатив на уровень глобальной дипломатии. По его итогам будет уже не украинская, а консолидированная позиция большинства стран, что в дальнейшем может повлиять на ускорение восстановления мира в мире.